Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Экигай, и сегодня я хочу предоставить вам совершенно уникальную для всех рынков и для всех таймфреймов стратегию, которая, естественно, сейчас прекрасно себя отрабатывает, и я ей активно пользуюсь. Ее можно использовать абсолютно на любых таймфреймах, на акциях, на валютных парах, на криптовалюте и так далее. И благодаря подписчику, которого зовут Максима, я хочу его отдельно поблагодарить, мы с вами улучшили эту стратегию. Итак, в этом видео, как вы и хотели, у нас будет и теория, и практика. Я сначала предоставлю вам какую-то информацию, расскажу, как пользоваться этой стратегией, какие условия есть для входа и так далее. И мы, естественно, будем это отрабатывать в режиме реального времени. Также я покажу немного моих сделок, которые я уже отработал, расскажу, на какое время экспирации нужно заходить и так далее. И, конечно же, если это видео будет для вас полезным, то я буду благодарен за ваши лайки и поддержку. Итак, давайте начнем. Валютная пара евро-доллар, это у нас недельный таймфрейм. На эту ситуацию я заходил в режиме реального времени. Видеоролик есть на канале, можете все посмотреть. Там вот на Форекс я отрабатывал эту ситуацию по анализу, который я сейчас скажу. Но перед этим давайте начертим уровни Фибоначчи. Именно в этом заключается вся суть определения точки входа. И хочу сразу предупредить, что уровни Фибоначчи так не чертятся по общим правилам. Но, как мы знаем, в трейдинге все очень субъективно и работает так, как работает. Главное, чтобы на этом можно было заработать. Еще раз повторяю, что по правилам уровня Фибоначчи так не чертится. Но если мы начертим уровень Фибоначчи именно так, то удивительным образом данная стратегия себя отрабатывает. Во-первых, хочу подметить ситуацию. Смотрите. Вот наша с вами ситуация, это у нас импульс, скопление, импульс и коррекционное движение. Теперь я черчу уровни Фибоначчи. Черчу я их от конца первого импульса до начала первого импульса. И что мы с вами здесь имеем? Обратите внимание, что отскок произошел от самой-самой первой линии Фибоначчи. Что я подразумеваю под первым уровнем? То есть здесь наша точка начала, то, с чего мы начали рисовать уровень Фибоначчи, а мы начинаем рисовать уровень Фибоначчи с конца первого импульса до начала первого импульса. И вот здесь будет наш первый уровень. Объясняю максимально простым языком, чтобы было всем понятно. Мы ловим реакцию на понижение, и, как правило, цена идет до самой первой линии Фибоначчи, то есть практически до середины скопления. В некоторых же случаях цена идет гораздо дальше и доходит примерно вот до этого места. Плюс ко всему, данная система постройки уровня Фибоначчи дает нам дополнительный вариант для захода помимо этого уровня. Мы сможем перекрыться, мы сможем узнать, где будет наше перекрытие. Обратите внимание, что уровень Фибоначчи на этом не заканчивается, если мы немножко отдалим, то здесь у нас будет еще уровень. Если цена импульсно пробьет первый уровень, то есть здесь она может подержаться и потом пробиться, вы зайдете, получите минус, потом цена пойдет до второго уровня Фибоначчи, и здесь можно уже будет перекрыться. Опять же, все примеры я вам покажу. Это у нас была валютная пара евро-доллар, недельный таймфрейм. Теперь обратите внимание на Сбербанк, часовой таймфрейм. Акции Сбербанка. Рисую уровни Фибоначчи от конца первого импульса до начала первого импульса и находим прекрасную точку входа. Вот наша формация. Вот второй импульс, и цена резко совершает движение вверх от нашего первого уровня Фибоначчи. То есть здесь нас интересует паттерн движения. Нам нужно найти импульс, именно импульс, а не плавное движение. Импульс выглядит примерно вот так вот или вот так вот. Далее скопление. При этом скопление должно быть максимально ровное, желательно. Не путайте эту формацию с флагами. Флаги немного у нас под наклоном находятся. И после скопления нам нужно дождаться второго импульса. Здесь, естественно, мы начертим уровень Фибоначчи, здесь найдем точку входа. Произойдет импульс, и мы будем рассматривать нашу точку входа на данном уровне Фибоначчи. Итак, теперь переходим на валютные пары, часовой таймфрейм. Опять же, эту ситуацию я отрабатывал. Я потом предоставлю результат. Смотрите, вот эта ситуация, опять же, всем нам знакомая. Рисуем уровни Фибоначчи от конца первого импульса до начала первого импульса. Здесь я заходил ровно по этой схеме, и вот что мы видим. Цена дошла до первого уровня Фибоначчи и отскочила. Смотрите, вот результат, я получил плюс. Теперь насчет времени экспирации на бинарных опционах. На данный момент по этой стратегии я сейчас использую время экспирации по формуле таймфрейм умноженный на 3. То есть, если у нас часовой таймфрейм, время экспирации 3 часа. Если у нас минутный таймфрейм, время экспирации 3 минуты. Если 15-минутный, время экспирации 45 минут. Я думаю, все просто. Вот по этой схеме я сейчас успешно работаю. На данный момент лучше всего себя эта ситуация отрабатывает на часовом таймфрейме, если дело касается бинарных опционов.
Если Форекс, то рекомендую использовать дневной таймфрейм. Если это инвестиции, то рекомендую использовать недельный таймфрейм. Как работать с инвестициями? К примеру, вы искали прекрасную возможность закупиться, увидели данную ситуацию, нарисовали уровни Фибоначчи, и у вас появились точки входа, от которых можно инвестировать. Давайте опять же нарисую это на платформе. Допустим, это у нас недельный таймфрейм какой-либо акции. Вы нарисовали уровень Фибоначчи, здесь вы можете закупиться, потом цена пойдет еще ниже, здесь вы можете закупиться. Если цена пойдет еще ниже, вы можете закупиться вот здесь вот, и в итоге все равно поймаете это восходящее движение. Это как пример, как бы я это сделал. Вы можете использовать это так, как хотите, так, как считаете нужным. Естественно, трейдинг субъективен и индивидуален. И, друзья, переходим к криптовалюте. Да, на криптовалюте это тоже работает. Но, естественно, недостаточно знать, как эта ситуация себя отрабатывает. Надо знать, как на ней можно заработать. Смотрите, вот я нарисовал уровень Фибоначчи с примерами. Видим, да, как реагирует цена прекрасно. Вот первая ситуация, вот вторая ситуация. Здесь цена дошла до первого уровня, немножко здесь постояла, дошла до второго и совершила реакцию на понижение. Теперь смотрите пример, который проводил с покупкой. Рисуем уровень Фибоначчи таким же способом. И вот что мы имеем. Цена дошла до первого уровня, отскочила, потом пошла еще ниже, немножко здесь опять же подержалась на первом уровне и совершила реакцию на повышение. То есть вы купили биткоин, к примеру, по 6200, продали примерно в этом месте на 7400 и получили прибыль. Но опять же это все субъективно, постфактум, анализ на истории и т.д. и т.п. Нам важно продемонстрировать данную ситуацию в реальном времени. Именно этим мы сейчас и займемся. Давайте начнем нашу торговлю, там будет еще больше объяснений и уже реальная практика по этой ситуации. Итак, теперь давайте отработаем ситуацию в реальном времени на Форекс. Как видите, позицию я только что открыл, а цена уже стреляет на повышение. Это у нас позиция по индексу S&P 500. И давайте с вами разбираться в анализе. Открываю часовой таймфрейм, смотрите, находим паттерн движения. Паттерн движения у нас представлен в этом месте. Сменю цвет. Вот у нас наш паттерн движения. Нарисуем с конца первого импульса до начала первого импульса уровень Фибоначчи. И вот что мы имеем. Цена совершила импульс. Немного постояла на первом уровне Фибоначчи. Потом пробилась, пошла дальше вниз и дошла до второго уровня. С этого уровня мы уже рассчитываем получить реакцию на повышение. Плюс ко всему здесь вырисовываются паттерны, указывающие на повышение. Свечи с большими тенями снизу, на уровне поддержки. Стоп-лосс я не ставлю, я буду наблюдать за позицией, если что, позицию закрою вручную. Смотрите, также эта формация имеется на М15. Вот, та же самая формация. Давайте попробуем здесь нарисовать уровень Фибоначчи. И опять же находим подтверждение. Вот, смотрите. Опять же, здесь цена дошла до второго уровня, совершает реакцию на повышение. То есть у нас эта формация имеется и на часовом, и на М15. Итак, уже прибыль составляет $23. Прошло буквально несколько минут с начала открытия позиции, ждем дальше. Итак, друзья, это минутный таймфрейм, цена собирается совершить импульс на повышение и пробить все локального уровня. Поэтому я переставляю стоп-лосс без убыток. Если цена не сможет пробить этот уровень, то она вернется вот сюда вот, вероятнее всего, и закроет нашу позицию в безубыток. Если же пробьет уровень, то мы получим ожидаемую нами прибыль. Почему я предположил пробитие? То есть у нас здесь имеется локальная область сопротивления, происходит поджатие, цена бьется об этот уровень, и здесь два варианта. Цена либо пробьет этот уровень, либо резко отскочит, пробьет трендовую линию. Вероятнее всего, по движениям можно предположить, что цена пробьет уровень вверх. Именно поэтому я поставил стоп-лосс без убыток, поскольку вероятность движения вверх больше, чем движение вниз, и рисковать больше нет смысла, поэтому просто можно поставить стоп-лосс без убыток и идти по своим делам. Смотрите, друзья, достаточно странное движение у нас происходит в этом месте. Это минутный таймфрейм. Я смотрю обычно минуты таймфрейм, чтобы вовремя закрыть позицию и не потерять свою прибыль. Если сравнивать это с другими движениями, то это движения необычные. И нужно быть внимательным. Конечно, мы в любом случае получим без убыток, но хотелось бы получить с этой позиции прибыль. Меня эти движения напрягают, возможно, сейчас я закрою свою позицию. Окей, я закрываю свою позицию. Очень такие спорные движения, цена может резко стрельнуть вниз.
лучше уж получить небольшую прибыль. В любом случае, за 20 минут мы заработали примерно $30. Возможно такое, что я упустил достаточно большую прибыль, но в этом ничего страшного нет, поскольку таких ситуаций возникает большое множество на рынке. Итак, друзья, теперь мы переходим к торговле уже на таймфреймах, которые ниже часа. Я имею в виду бинарные опционы. А торговлю я эту записал несколько дней назад, то есть еще до того, как я записывал начало этого видео, поэтому там много объяснений, которые я уже не раз проговаривал, но тем не менее мы сможем все это закрепить. Тем более там будет дополнительная информация по трендовым линиям и так далее. Итак, переходим на интрейдбар. Смотрите, вот у нас вырисовывается первая ситуация, мы видим импульс, скопление и происходит еще один импульс. Правда, второе движение после скопления не совсем уверенное, не совсем импульсная, поэтому ситуация недостаточно уверенная. Как видите, я уже среагировал, зашел по реакции на понижение. Смотрите, вот у нас импульс первый, вот скопление и вот второй импульс. Мы рассчитываем на движение до середины скопления, на коррекционное движение. Смотрите, выбираю уровень Фибоначчи, рисую от конца первого импульса до начала первого импульса уровня Фибоначчи. Вот что у нас получается. И обратите внимание, что цена отскочила от ближайшего первого уровня Фибоначчи. То есть здесь наша изначальная точка, с которой мы чертили уровни, и здесь цена отскочила. Обратите внимание, какой сильный импульс мы с вами поймали. Итак, первую ситуацию мы с вами отработали, но одна ситуация это, естественно, мало, поэтому мы с вами продолжаем. Валютная пара британский фунт, австралийский доллар. Чертим уровни Фибоначчи, находим точку входа, цена стоит сейчас на этом месте. Используем время экспирации 15 минут, это у нас 5-минутный таймфрейм, и заходим на повышение. Смотрите, вот у нас импульс, далее скопление, еще один импульс, и цена остановилась ровно на уровне Фибоначчи. Мы рассчитываем на коррекционное движение вверх. Смотрите, ловим с вами реакцию на повышение от этого уровня Фибоначчи и продолжаем с вами ждать. Итак, друзья, остается у нас 5 секунд. И сделка у нас заходит в плюс. Смотрите, валютная пара британский фунт, японская иена. Также себя ситуация хорошо отработала. Видим, прямо очень четкая ситуация, импульс, скопление и абсолютно такой же импульс. Отработка до середины скопления. Давайте начертим также уровень Фибоначчи, посмотрим на точку входа с конца импульса первого до начала импульса. И видим, что точка входа у нас вырисовалась строго на первом уровне Фибоначчи. То есть уровни Фибоначчи, если чертить их таким образом, при данной закономерности дают просто прекраснейшую точку входа. Давайте вернемся к теме импульсов. Смотрите, к примеру, вот у нас есть движение вверх, но оно не будет являться импульсом. Почему? Поскольку мы видим, что здесь огромное количество мелких свечей в сравнении с предыдущими. То есть это движение не импульсное. А в свою очередь, если сравнить его с этим движением, то мы увидим, что явные различия между этими движениями имеется. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 свечей, здесь 2 свечи. Контекст импульса определяется опять же по размерам свечей и сравнении их с друг другом. Плюс ко всему хочу заметить, что данная закономерность срабатывает себя еще лучше при трендовых линиях. То есть само скопление должно образовываться примерно на трендовой линии, а сам импульс должен пробивать эту трендовую линию. Что я имею в виду? Я рисую уровень поддержки, трендовую линию поддержки. Мы видим, что скопление образовалось на трендовой линии. Потом произошел пробой трендовой линии и возврат цены в диапазон, то есть к середине скопления. Вот в таких ситуациях, где скопление образуется на трендовых линиях, закономерность срабатывает себя лучше. Итак, друзья, на этом видео подходит к концу. Обязательно поставьте этому видео лайк. Если это видео было для вас полезным, поддержите меня в комментариях. Это меня очень сильно мотивирует. Задавайте также свои вопросы, предлагайте темы. Я всем стараюсь отвечать. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.